Что, если я скажу вам, что под одним из величайших древних зданий мира скрывается огромная историческая тайна? На протяжении многих веков пугающие легенды рассказывали о жутких демонах и длинных, секретных проходах под собором Святой Софии. Однако теперь передовые археологические технологии сканирования обнаружили нечто гораздо более сложное, невероятное и меняющее нашу историю. 7 древних сетей византийских туннелей были, наконец, официально раскрыты после удаления огромного количества исторических отложений. Это грандиозное открытие полностью переписывает все, что мы ранее знали о древней инженерии и византийских архитекторах прошлого. Чтобы понять масштаб этой невероятной тайны, мы должны совершить путешествие во времени в VI век нашей эры. Великий император Юстиниан I приказал построить этот монументальный собор в период между 532 и 537 годами. Это была уже третья по счету священная церковь, возведенная на этом самом историческом месте в древнем Константинополе. Использование глубоких подземных склепов было очень распространенной практикой в раннем христианстве, в отличие от старых языческих традиций. Как центр всего византийского мира, Святая София скрывала под своими массивными каменными полами сложную многоуровневую структуру. История современных исследований этих загадочных подземелий началась только в 1935 году, столкнувшись с множеством серьезных препятствий. Геополитические конфликты и серьезные технические ограничения постоянно мешали ученым раскрыть древнюю правду об этих мрачных туннелях. Первая масштабная археологическая экспедиция в 1937 году была внезапно остановлена из-за угрозы приближающейся Второй мировой войны. Мрачные легенды о бездонных колодцах только усилились в 1945 году во время неудачной попытки откачать подземные воды. Ученые пытались осушить древние резервуары под каменным полом церкви, но мощные водяные насосы просто сгорели от перегрузки. Уровень загадочной воды совершенно не снизился, что заставило многих поверить в мифы о бездонных подземных озерах. Тайна оставалась неразгаданной десятилетиями, пока археологи не начали тщательно исследовать стратегические колодцы вокруг древнего памятника. Только в период с 2020 по 2026 год была запущена самая масштабная кампания по сканированию подземной инфраструктуры. Исследователи использовали современные георадары и технологии трехмерного сканирования для изучения скрытых глубин древней византийской архитектуры. Команда отважных археологов извлекла более 1068 тонн тяжелой грязи, камней и многовековых исторических отложений из коридоров. Эта колоссальная работа выявила сложную систему взаимосвязанных туннелей, которые действовали как жизненно важные артерии для собора. Исследователи успешно составили подробную карту древних подземных маршрутов общей протяженностью около 936 метров вокруг исторического фундамента. Эти забытые архитектурные сооружения предоставляют нам невероятно глубокое понимание передового инженерного мышления великих византийских строителей. Они спроектировали не просто подвалы, а сложную систему искусственных легких и кровеносных сосудов для защиты здания. Но какие именно древние секреты скрывают эти 7 недавно открытых сетей загадочных туннелей под монументальным историческим сооружением? Первая обнаруженная сеть проходит параллельно внутреннему притвору церкви, демонстрируя архитектурный переход между разными историческими эпохами. Этот древний каменный туннель имеет длину около 47 метров и построен в основном из прочного древнего кирпича. Внутри археологи обнаружили высокие поперечные своды, которые поддерживаются 23 массивными опорными столбами древней архитектурной конструкции. Удивительно, но там же было найдено основание совершенно неизвестной ранее каменной колонны на полу этой структуры. Эта единственная удивительная находка заставила современных историков полностью перерисовать старые планы древнего атриума периода Феодосия. Вторая подземная система представляет собой сложные каменные своды, расположенные прямо под западным двором знаменитого древнего собора.
Эти массивные древние конструкции служили прочным фундаментом для исторического двора Юстиниана, который сегодня уже не существует. Современные лазерные сканеры подтвердили, что эти скрытые пространства остались на удивление нетронутыми сквозь прошедшие тысячелетия истории. Третья невероятная находка в этом темном подземном лабиринте – это чрезвычайно узкий туннель северо-западного пирса. Этот загадочный проход является одним из самых интригующих и сложных технических открытий всей археологической кампании. Первоначально этот мрачный маршрут был полностью заблокирован массивной древней мраморной колонной из знаменитого мрамора Мармара. Колонна была намеренно перепрофилирована древними строителями, чтобы навсегда закрыть доступ к этому секретному подземному пути. Отважным спелеологам пришлось проявить невероятное мужество, чтобы проникнуть в этот пугающий узкий проход высотой всего 70 сантиметров. Им приходилось буквально протискиваться сквозь вековую грязь и тяжелые отложения, которые накапливались здесь на протяжении многих столетий. Шаг за шагом, в полной темноте. Они расчищали этот исторический маршрут, рискуя оказаться заживо погребенными под землей. Но их огромные усилия были щедро вознаграждены, когда они, наконец, преодолели этот древний каменный барьер. Оказалось, что этот секретный туннель напрямую соединялся с зоной хранения каменных артефактов современного музея, собора. Это доказывает существование невероятно сложной и продуманной системы подземной логистики, скрытой от посторонних глаз. Четвертая сеть туннелей, расположенная на северном фасаде, скрывает еще более древнюю и мрачную историческую тайну. Здесь археологи обнаружили сложную подземную структуру захоронения, состоящую из 3 загадочных комнат, известных как гипогей. Самое поразительное, что этот гипогей датируется IV веком, что делает его намного старше самого здания Юстиниана. Эта древняя структура находится на пугающей глубине 4 метров под современной поверхностью Земли изначально, в эпоху раннего христианства. Это темное место использовалось как священная гробница для проведения ритуалов погребения, однако позже гениальные византийские инженеры полностью переоборудовали это место, огромный резервуар для хранения воды. Они также превратили его в важнейший вентиляционный узел, интегрировав старую гробницу в новую систему жизнеобеспечения. 5-я система сложного дренажа и ирригации проходит прямо под так называемыми прекрасными вратами исторического храмового комплекса. Этот запутанный лабиринт был специально спроектирован для эффективного управления дождевой водой и опасными сточными водами. В отличие от сухих вентиляционных шахт, эти водные каналы были тщательно покрыты специальным гидравлическим раствором. Этот древний водонепроницаемый раствор надежно предотвращал просачивание разрушительной влаги в массивный каменный фундамент великого здания. 6-й секретный маршрут был нанесен на карту с помощью самых передовых геофизических сканеров и радаров. Этот длинный туннель тянется на сотни метров в сторону знаменитой исторической площади Султан Ахмед в Стамбуле. Многие столетия городские легенды утверждали, что эти туннели ведут к далеким Принцевым островам в море. Научные исследования окончательно опровергли эти невозможные мифы из-за огромного давления воды под проливом Босфор. Однако существование скрытых путей побега или королевских коридоров, ведущих к древнему ипподрому, оказалось абсолютной правдой. Император мог тайно и безопасно перемещаться между своим дворцом, храмом и ипподромом прямо под землей. 7-я обнаруженная система открывает удивительные архитектурные особенности гораздо более позднего, османского исторического периода. Во время масштабной реконструкции исламского медресе исследователи нашли туннель с характерной османской каменной кладкой. Это захватывающее открытие доказывает, что гигантская подземная сеть непрерывно использовалась и адаптировалась многими великими империями. Великие османские архитекторы не просто сохранили эти древние пути, но и значительно расширили их,
Они блестяще адаптировали византийскую подземную инфраструктуру для удовлетворения новых религиозных нужд, комплекса величественной мечети. Таким образом, под ногами миллионов верующих скрывался настоящий подземный город, живущий своей собственной тайной жизнью. Но помимо запутанных лабиринтов, исследователям предстояло разгадать самую главную тайну – истинное назначение всей этой инженерной магии. В отличие от популярных голливудских мифов, подавляющее большинство этих коридоров не были путями для тайного побега. На самом деле, они функционировали как массивная, гениально спроектированная пассивная система кондиционирования и вентиляции воздуха. Эта невероятная сеть действовала как огромные искусственные, легкие, позволяя колоссальному каменному зданию буквально дышать. Византийские мастера создали систему, которая обеспечивала постоянную циркуляцию свежего воздуха от земли к гигантскому куполу. В темных глубоких подземельях температура всегда оставалась удивительно стабильной – от 15 до 18 градусов по Цельсию. Этот холодный подземный воздух поднимался по специальным шахтам, охлаждая раскаленные стены храма палящим константинопольским летом. А суровой холодной зимой та же самая система помогала сохранять драгоценное тепло внутри огромного внутреннего пространства. Более того, этот древний климат-контроль играл критическую роль в сохранении потрясающих золотых мозаик на стенах. Постоянный поток воздуха эффективно предотвращал разрушительную конденсацию влаги, которая могла быстро уничтожить бесценное византийское искусство. Сушка гигантского каменного фундамента также предотвращала гниение структурных материалов и защищала храм от катастрофического оседания. Современные инженеры признают, что если очистить эти туннели, здание сможет самовентилироваться без использования электронного оборудования. Помимо удивительной инженерной мысли, эти глубокие затопленные лабиринты долгое время скрывали поразительные археологические сокровища. Смельчаки, дайверы совершили невероятные экспедиции в эти темные воды на пугающую глубину в 12 метров. Они обнаружили на глубоком грязном дне множество уникальных артефактов, раскрывающих повседневную жизнь великого храма. Среди самых удивительных находок были старые стеклянные бутылки, датируемые 1917 годом. Считается, что британские солдаты случайно уронили их во время неудачных попыток набрать святую воду. Также на самом дне покоились бесценные хрупкие фрагменты древних витражей великолепных византийских люстр. Эти уникальные кусочки цветного стекла предоставляют современным ученым важнейшие данные о древних технологиях производства. Кроме того, водолазы нашли странную массивную металлическую цепь с двумя тяжелыми кольцами на концах. Возможно, она использовалась для огромных курильниц или, как гласят мрачные мифы, для удержания пленников. Долгие годы официальная история уверенно утверждала, что внутри Святой Софии никогда никого не хоронили. Однако последние раскопки полностью разрушили этот давний миф, явив миру несколько тайных подземных гробниц. Прямо под массивными каменными плитами исследователи наткнулись на священное место – упокоение святого Антинегоса. Этот загадочный святой XIII века долгое время считался единственным человеком, похороненным на этой территории. Но еще более интригующим стало внезапное обнаружение секретной гробницы патриарха Афанасия из XV столетия. Существует легенда, что этого важного религиозного деятеля тайно захоронили здесь перед падением великого Константинополя. Но самой шокирующей и пугающей находкой стало обнаружение целого тайного кладбища для маленьких детей. Множество хрупких детских костей, аккуратно сложенных в темном подземном склепе, вызывают множество мрачных вопросов. Были ли эти невинные жертвы унесены неизвестной разрушительной болезнью в мрачную эпоху поздней Византии, или же это свидетельство специфических ритуалов погребения, которые так и не были зафиксированы историками? Строгие научные исследования также помогли официально развенчать многие популярные
но физически невозможные городские легенды. Веками люди слепо верили, что секретные каменные проходы тянутся до знаменитой Стамбульской девичьей башни. Эти захватывающие сказки оказались абсолютной выдумкой из-за огромного давления воды. Под глубоким проливом Босфор у византийских строителей VI века просто не было технологий для прокладки таких сложных подводных тоннелей. Однако подтвержденные 936 метров подземных ходов остаются не менее выдающимся инженерным чудом. Этот грандиозный успех стал возможен исключительно благодаря применению самых передовых неинвазивных технологий 21 века. Они позволили ученым заглянуть сквозь толстые стены без риска повредить хрупкие памятники древней архитектуры. Мощные георадары успешно сканировали фундамент, быстро выявляя скрытые исторические аномалии и загадочные темные пустоты. Технология наземного лазерного сканирования создала невероятно точные 3D-модели каждого миллиметра этих запутанных подземных лабиринтов. Для исследования самых узких и опасных участков ученые использовали компактные, портативные современные лазерные сканеры. Высокотехнологичные волоконно-оптические датчики непрерывно контролировали уровень малейшей деформации древних стен в режиме реального времени. Это гарантировало абсолютную безопасность древних конструкций во время агрессивного процесса удаления тысяч тонн грязи. Мультиспектральные камеры помогали историкам визуально отличать древние оригинальные византийские кирпичи от поздних османских ремонтов, чтобы предотвратить случайную кражу бесценных артефактов. Каждый исследователь проходил обязательный полный рентгеновский контроль безопасности. Важно понимать, что этот величественный подземный комплекс никогда не существовал в абсолютно полной изоляции. Он был неотъемлемой и критически важной частью огромной гидрологической сети первого холма Великого Константинополя. Эта невероятная разветвленная водная система надежно соединяла Большой дворец, знаменитую подземную цистерну Базилика. Грандиозная цистерна-базилика находится всего в 150 метрах к юго-западу от исторического храма. Это потрясающее подземное сооружение могло хранить поразительные 80 тысяч кубических метров чистой пресной воды. Хотя прямого пешеходного туннеля между ними пока не найдено. Их водные артерии, несомненно, пересекались. Тщательно продуманная дренажная система собора была хитроумно интегрирована в общую королевскую сеть надежного водоснабжения. Такая гениальная инженерная интеграция обеспечивала непрерывную циркуляцию, предотвращая опасный застой и возможное загрязнение воды. Святая София выполняла важнейшую стратегическую роль своеобразного гигантского резервуара давления в этой сложной системе. Это позволяло огромному древнему мегаполису успешно выживать во время долгих и разрушительных вражеских осад. Это грандиозное гидротехническое сооружение позволяло Константинополю выдерживать многомесячные осады вражеских армий. Управление подземными водами было жизненно важным фактором для выживания всей Византийской империи. Святая София действовала как огромный резервуар давления, распределяя чистую воду по всему королевскому комплексу. Именно поэтому открытие этих 7 сетей туннелей знаменует собой совершенно новую главу в мировой археологии. После удаления 1068 тонн тяжелой грязи древние кровеносные сосуды здания снова начали дышать. Они были заблокированы и забыты на протяжении более тысячелетия, скрывая свои тайны во мраке. Но этот масштабный проект не заканчивается только академическими исследованиями и кропотливыми археологическими раскопками. Правительство Турции недавно объявило об амбициозных планах открыть часть этого подземного мира для обычных туристов. Вскоре посетители смогут получить совершенно уникальный исторический опыт, сравнимый с посещением знаменитой цистерны Базилика. Туристы смогут своими глазами увидеть оригинальные византийские кирпичи, датируемые IV веком нашей эры. Они смогут пройтись мимо древних вентиляционных систем и заглянуть в таинственные секретные склепы. Это даст людям невероятную возможность по-настоящему оценить гениальный инженерный ум древних византийских
строителей, Святая София всегда поражала мир своим массивным куполом, который словно парит в небесах. Но теперь мы знаем, что ее истинное величие также скрыто глубоко под землей. Невероятная прочность этой скрытой инфраструктуры позволила зданию пережить бесчисленные, разрушительные землетрясения, чтобы выстоять 1500 лет сквозь войны и катаклизмы. Требовался идеальный архитектурный баланс. Византийские архитекторы мастерски соединили видимую красоту храма со скрытой технической практичностью подземелий. Они создали уникальную гармонию между глубокой духовной верой и передовыми инженерными технологиями своего времени. Однако сложная археологическая работа под Святой Софией все еще далека от своего полного завершения. Впереди исследователей ждет амбициозная цель – нанести на карту оставшиеся 268 метров туннелей. Эти древние проходы все еще заблокированы тяжелыми историческими обломками и терпеливо ждут своего часа. Их полная очистка поможет завершить захватывающую картину этого величественного тайного подземного собора. Итак, возможно, величайшая загадка заключается не в том, как именно они построили эти грандиозные лабиринты. Она заключается в том, почему наши предки обладали знаниями, которые кажутся недостижимыми для их времени. Были ли эти туннели созданы благодаря утерянным древним технологиям, или это просто чистая человеческая изобретательность? Одно можно сказать наверняка. Мы слишком долго недооценивали невероятный гений наших далеких предков. Истина может быть глубоко похоронена под вековыми слоями песка и камня. Но однажды мы ее раскроем. А что думаете вы об этих мистических подземных туннелях под Великим собором Святой Софии? Верите ли вы официальным объяснениям современной науки? Или от нас скрывают что-то более важное? Поделитесь своими смелыми теориями в комментариях ниже и давайте вместе искать истину. Если вы очарованы подобными неразгаданными тайнами древности, обязательно нажмите кнопку подписки прямо сейчас. Мы продолжаем раскрывать самые темные секреты прошлого, разгадывая одну великую историческую загадку за другой. Какую древнюю цивилизацию или потерянный город нам следует декодировать в следующем эпизоде нашего шоу? Дайте мне знать в комментариях. И не забудьте нажать на колокольчик уведомлений, чтобы ничего не пропустить.